Здравствуйте, мои дорогие друзья! Продолжим разговор о Второй мировой войне, о ее причинах и главных инициаторах, из которых СССР и Германию мы исключим, потому что они в ней не виноваты. Как ни странно это звучит. Главным выгодополучателем Второй мировой войны явились финансовые круги Соединенных Штатов Америки. А старинная римская пословица гласит: «Куи продаст», кому выгодно. Если все это кошмарное смертоубийство было выгодно США, ее финансовой элите, то, может быть, именно она ее и затеяла. Скорее всего, так оно и было. Настоящих подлинных документов вряд ли отыщется, потому что дураков нет оставлять после себя следы. Но простой анализ ситуации предвоенной и военной показывает, что Вторая мировая война началась, шла и закончилась сугубо и исключительно в интересах банковского сектора Соединенных Штатов Америки, то есть мирового капитала. Мировой капитал пролил реки крови, навалил груды трупов, перекроил границы, обескровил семьи, убил детей, чтобы нажиться. Это нормально. Для них это естественно. Это мы, простые люди, нам это кажется чудовищным и немыслимым. Для них это нормально. Экономика США после Первой мировой войны была на подъеме. Так называемые ревущие 20-е. Учреждались акционерные общества, строились заводы, строились дороги, железные, шоссейные. Экономика шла в бурный рост, просто запредельный. Но всякий рост имеет ограничение числа потребителей. Наступил такой момент, когда потребителей США стало намного меньше, чем возможность американской экономики. А экспорт, как таковой, который мог бы позволить расширить рынки и дать свежую кровь экономике, был невозможен. Половину мира контролировала Великобритания. И она очень жестко контролировала разного рода нетарифными соглашениями, разного рода ставками ввозных пошлин и прочими ограничениями. Американцам было очень трудно попасть на рынки, контролируемые Великобританией. Просто по причине того, что англичане не хотели пускать американцев в свой огород. По той же самой причине, потому что их экономика тоже нуждалась в притоке свежей крови. Это нормально, это естественно и понятно. И выход был один: создать условия, при которых Великобритания потеснится, перестанет прессовать американские фирмы и даст им свободу торговли, free trade. Единственным условием для такого изменения ситуации была война, которая разрушит существующий мировой экономический порядок и создаст новый, где главными будут американцы, которые будут решать, кому как жить, на что жить и во имя чего жить. Вот и все. Ну а технически это было так. Американцы не лезли в войну. Война началась в Европе, европейцы били друг друга. Это было очень хорошо, потому что американцы с этого имели свою небольшую маржу. Но небольшую. А они хотели все. Потому что условия были очень уж лакомые. В разговоре с своим сыном Эллиотом Рузвельт так обосновал притязание США на мировое экономическое господство. Я зачитаю цитату. Есть еще одно обстоятельство. На карту поставлена судьба Британской империи. Английские и германские банкиры уже давно прибрали руками всю мировую торговлю. Правда, не все отдают себе в этом отчет. Даже поражение Германии в прошлой войне не изменило дело. Так вот, это не слишком выгодно для американской торговли, не правда ли? Если в прошлом немцы и англичане стремились не допускать нас к участию в мировой торговле, не давали развиваться нашему торговому судоходству, стесняли нас с тех или иных рынков, то теперь, когда Англия и Германия воюют друг с другом, что мы должны делать? Никаких искусственных барьеров. Как можно меньше экономических соглашений, представляющих одним государством преимущество перед другими. Возможность для расширения торговли.
открытие рынков для здоровой конкуренции. Идет война, люди убивают друг друга, гибнут тысячи и миллионы. А Рузвельт говорит о фритрейде, мировой торговле и здоровой конкуренции. Это понятно. Ему нужно спасать свою экономику. Америка корчилась в тисках тяжелого экономического кризиса. Все помнят Черную пятницу 29 года, когда рухнул американский фондовый рынок. Ведь рухнул не только фондовый рынок, рухнула экономика. Американцы создали избыточную мощность, которую нечем было загрузить, потому что не было заказов. У американцев был переизбыток продуктов при отсутствии спроса на них. Это был страшный кризис, который подорвал экономические возможности США очень надолго. Чтобы возник спрос на американские товары, чтобы американский доллар стал резервной мировой валютой, нужна была война. И война началась как-то очень удачно. Очень удачно. Рузвельт достаточно долго пытался втянуть американцев в эту войну. Но у него было очень большое, серьезное противостоящее ему лобби, которое не хотело участия Штатов в войне. Так называемые изоляционисты. Они рассуждали примитивно, что мы у себя дома живем хорошо. Надо кое-что подправить, кое-что изменить, где-то выйти на другие рынки, может быть, с кем-то договориться, и мы будем дальше жить хорошо. Но те, кто поставил Рузвельта к власти, этого было мало. Те, кто поставил Рузвельта к власти, хотели мировое господство. Не военное, которое придумали Гитлеру, а экономическое, которое реально. И они его добились, угробив 50 миллионов жизней людских. Это не Гитлер и Сталин, это не Черчилль и Даладье. Это американский финансовый капитал убил этих людей, потому что ему нужно было перекроить мировую карту в своих интересах. И он ее перекроил. Сначала это было в Арджентине. Была конференция между Рузвельтом и Черчиллем. Американцы в ней выступали с полными преференциями. Они не состояли в войне, не участвовали в ней. Они несли потерь. Они имели все преимущества, все превосходства. У них был прекрасный военный флот, у них была отличная, небольшая, но отличная армия, которая в это время очень быстро расширялась, увеличилась. У них была экономика на полном ходу. Они могли диктовать условия, и они их продиктовали. Черчилль вынужден был. Черчиллю не нужны, на самом деле, были эти 50 списанных эсминцев американских. И американцам не нужны были базы на Багамах, хотя, впрочем, не помешали. Им нужно было перекроить мировую экономическую систему. И они вынудили Черчилля подписать это соглашение. Но это не все. В это время появилась идея так называемой безоговорочной капитуляции. Сейчас мы считаем это само собой разумеющимся. Мы победили Германию, заставили ее подписать безоговорочную капитуляцию. Нет. Это не капитуляция. Это уничтожение германского государства, лишение Германии суверенитета. Капитуляция – это когда одна сторона выполняет волю другой. В каких-то там определенных ситуациях, когда она уже не может сражаться и вынуждена капитулировать. То есть складывает оружие. То есть, условно говоря, сдается крепость. Гарнизон капитулирует. Победитель диктует условия. Мы оставляем офицерам холодное оружие, значит, рядовые и сержанты сдают все оружие, мы сохраняем полкам штандарты и полковую музыку. На этих условиях гарнизон покидает крепость. Это капитуляция. В американском понимании, сформированном еще в гражданскую войну, безоговорочная капитуляция – это полное, тотальное и абсолютное уничтожение противника как субъекта политики
и суверенитета. То есть безоговорочная капитуляция в понимании Рузвельта – это уничтожение Германии как национального государства германского народа, в принципе. То есть условия ведения войны до безоговорочной капитуляции Германии означают война до стирания Германии с политической карты мира. То есть немцы как народ остаются, хотя у них тоже были свои по этому поводу идеи. Но государственных институтов немецких более нет. Нет правительства, нет представительных органов власти, нет места администрации, нет ничего. Есть немцы и есть управляющие ими победители. Вот это и есть смысл безоговорочной капитуляции. То есть, если бы даже немцы повесили Гитлера, расстреляли верхушку NSDAP, перебили нацистов в руководстве государства, это бы ничего не изменило. Ничего. Потому что американцам и англичанам не нужна была Германия вообще никакая. Ни нацистская, ни антинацистская, ни большевистская. Никакая. Просто никакая. Нужна Германия как призрак, фейк. Как симулякр. Нынешняя Германия – это симулякр Германии, по большому счету. Хотя она пытается там что-то делать, и какие-то там те альтернативы для Германии бузят и изображают оппозицию, но на самом деле это симулякр. Германии нет. И это результат безоговорочной капитуляции 1945 года. Надо сказать, что товарищ Сталин на конференции в Тегеране очень противился этому. Он прекрасно понимал, он был умный человек, что требование безоговорочной капитуляции означает введение войны до самого упора, до штурма Берлина, до водружения знамен победителей на германских зданиях и уничтожения Германии как государства. А это очень дорого стоит в людских жизнях. Очень дорого стоит. Одно дело сесть с немцами на стол переговоров и договориться. Вы проиграли, мы выиграли, вы нам отдаете то и то, мы вас забираем то и то, и дальше мы живем тихо, мирно на этих условиях. Ну, примерно как была, предполагалось 14 пунктов Вильсона в Первой мировой войне. Их похерили, и все очень плохо кончилось. Сталин тоже, когда первый раз встретился с Рузвельтом в Тегеране, он сначала начал разговор именно о том, сколько и чего забрать у немцев в случае их согласия капитулировать. Рузвельт очень мягко, деликатно и вежливо ему сказал, что речь не идет об условиях какой-то выдачи оружия, там, военных преступников и прочей ерунде. Речь идет о ликвидации Германии как национального государства. Германия должна умереть. А сколько это будет стоить Советскому Союзу жизней, это проблема Советского Союза. Это не есть проблемы англосаксов. Более того, господин Рузвельт напомнил Сталину о голоде в Германии 1921-1922 года. О том, как дети рождались без кожи. Он был тогда в Германии, рассказывал все об этом. Он завуалированно, мягко, деликатно намекнул Сталину, что если тот будет брыкаться и сопротивляться требованию безоговорочной капитуляции, то США просто-напросто сократят поставки продовольствия по Ленд-Лизу. А это была смерть для Советского Союза. Потому что осень 1943 года – это катастрофа. Продовольственная катастрофа. Мы в военном плане были великолепны. Мы победили немцев, мы взяли Киев, все отлично. Мы гнали немцев на запад. Правда, под Житомиром они нам немножко давали по зубам, но это уже дело техники. Немцы это умели. Но основная масса боев была с нашей победой. Но мы освобождали территорию с людьми без продовольствия. Мы освобождали территорию, где не были проведены пассивные работы.
Мы освобождали территорию с огромным количеством людей, которые не работали, женщины, дети, старики, не воевали, но требовали их прокормить. А в это время в СССР был страшный неурожай. На тех территориях, которые контролировали Советским Союзом. Алтай, Сибирь, Средняя Азия. Запасов продовольствия, собранных осенью 43-го, при самом экономном ведении хозяйства хватало в нашей стране до марта 1944 года. Поэтому намек Рузвельта на голод Сталин понимал очень хорошо. Лучше, чем сам Рузвельт. Потому что он понимал, что кормить людей, кормить солдат ему через 3 месяца будет просто нечем. Если он не подпишет безоговорочную капитуляцию, то страна начнет умирать от голода. То есть выбор был тяжелый. Выбор был чудовищно трудным. Либо подписать декларацию о безоговорочной капитуляции и сознательно продолжить войну до победного конца в Берлине, потеряв при этом еще несколько миллионов людей. Либо не подписать. Но в этом случае непонятен был результат. То есть, если даже, условно говоря, СССР против безоговорочной капитуляции и какое-то подобие Брестского мира предполагается, но в наших условиях, то немцы нам все равно не могут дать ничего. Даже если мы предложим им частичную капитуляцию на Востоке, мы не сможем с ними взять репарации продуктами, потому что у них просто их нет. Просто нет. А у США продукты есть. У США продуктов есть на весь мир, потому что у них огромная плодородная территория, где пасется огромное количество скота, где возделывается пшеница, кукуруза. С продуктами американцы не знали они никаких проблем сегодня. Ну, единственное, что были небольшие проблемы с сливочным маслом, с какао. Да, пожалуй, и все. Никогда не было проблем с хлебом и мясом. У нас они были чудовищные. И товарищ Сталин, переступив через себя, наступив песню на горло, подписывает декларацию о безоговорочной капитуляции, тем самым обрекая на смерть миллионы своих солдат. В ином случае он обрек бы на смерть миллионы гражданских, которых просто бы нечем было кормить. Потому что сельское хозяйство, в отличие от промышленности, это сезонная экономика. Если урожай не случился, если случился не урожай, то он случился до следующей посевной. То есть, условно говоря, если мы осенью собрали вместо предполагаемых 16 мешков картошки 3, то это значит, что с марта мы перестанем есть картошку. Потому что ее просто не будет. Она просто кончится. Так вот, такая ситуация была во всем Советском Союзе. Нам продуктов хватало до марта. Да, Рузвельт, надо дать ему должное. Сразу же после того, как Сталин подписал декларацию о безоговорочной капитуляции, США направили в СССР экстренную помощь в 2 миллиона тонн пшеницы. И продукты питания пошли просто широкой рекой. Американцы своей тушенкой платили за нашу кровь, которую мы проливали за них, к сожалению. А иначе сделать ничего было нельзя. По-другому решить вопрос было невозможно. К сожалению, так. Поэтому американцы сделали свое дело. После конференции в Тегеране ситуация пошла по их руслу, как они его наметили. То есть СССР сражался с Германией на сухопутном фронте. Британские моряки топили американские, топили немецкие подлодки в Атлантике. А США потихонечку, не спеша и вдумчиво прибирали к рукам весь мир. Всюду и везде устанавливая свои экономические законы, потому что Англия пошла на их условия. То есть очевидно, что главным и единственным выгодополучателем от Второй мировой войны были финансовые круги Соединенных Штатов Америки. Это правда.
Так оно и было. Как-то печально звучит. И Красная Армия с осени 1943 года превратилась в инструмент мировой финансовой олигархии для покорения Германии. И наша кровь на руках этих людей, американских банкиров, которым главное было заработать. А сколько ради этого погибнет людей, наплевать.